Перед тем, как начнем, сегодня на моем канале, как и на многих других, идет марафон со сбором средств в поддержку политзаключенных. Мой час с 16 до 17 по московскому времени, ссылка на стрим в описании. Ролик очень сегодня у нас мрачный, но надо поговорить об этой теме. Некоторые новостные издания сообщили, что патриарх Кирилл наградил церковным орденом Дмитрия Донского первой степени участника войны и героя России Максима Бахарева. В биографии офицера значится, что повестку он получил в первый же день мобилизации и решил, что, мол, бегать от военкомата не будет. Но далеко не все новостники хоть как-то обмолвились о состоянии здоровья награжденного. Почти никто не опубликовал фотографии с церемонии, хотя они есть на официальном сайте фотослужбы Московской Патриархии. Вот они. Мобилизованный Максим Бахарев уже упоминался на нашем канале осенью 2024 года, когда его навестил в госпитале Андрей Белоусов. Министр обороны по привычке протянул руку для рукопожатия, но быстро спохватился. Тогда он сказал раненому, потерявшему обе руки и обе ноги, цитируем, что «все сделаем, что в наших силах, с протезированием и совсем». И действительно, в апреле этого года появилось видео, на котором Максим Бахарев учится управлять бионическими руками. Правда, это единственный такой ролик. На всех других он с рукавами, заправленными в карманы. То была фотосессия для журнала «Политрук», который Минобороны запустила год назад. Случай Максима Бахарева уникален. Человек, лишившийся на войне всех конечностей, окружен вниманием. В качестве кавалера Золотой звезды Героя России он выступает перед людьми. О нем пишут СМИ, хотя авторы публикаций не всегда прилагают фотографии и пишут всю правду. Но о других с подобными травмами не пишет вообще никто. Бывшие военные с тяжелейшими инвалидностями, порой еще худшими, чем у Бахарева, фактически скрыты от общества. И проходят мимо любой статистики людских потерь, а также о них не поговорит ни одно медиа. Ни из какой части фланга и ни из какой части всего спектра медиа на всех языках. Но мы поговорим. Издание «Медиазона» собирает некрологи и фотографии с кладбищ, и на 6 июня этого года выявило 111 387 имен погибших. Это критически неполные данные. Достаточно сказать, что «Медиазона» с октября 2022 года, после присоединения так называемых новых регионов, стала учитывать также гибель мобилизованных дончан и луганчан. Но их в статистике учтено менее 300 человек. Невозможно поверить, что их не было больше на порядок, а то и на 2 порядка. Так вот, статистика погибших очень неполная. А всякий обездвиженный человек, лишенный зрения, слуха, возможно, рассудка или конечностей, он погибшим не считается, не значится. И продолжает жить, отрезанный от внешнего мира и за пределами всякой статистики. Разве что проходит в каких-то документах как получивший ранение. Говоря о том, что Россия несет огромные и неприемлемые потери, мы и сами не до конца осознаем масштабы катастрофы. Ведь речь почти всегда заходит о попытках подсчитать убитых. Но кроме них есть и всевозможные скрытые потери, в том числе живые люди, которые целиком выключены вообще из жизни, из экономики, которые стали тяжелым бременем для своих семей. Сколько их даже примерно, никто не знает. Помимо людей с тяжелыми инвалидностями, есть россияне, кто с бюрократической точки зрения как бы уже не жив, но еще не мертв. Это пропавшие без вести. Об их числе тоже долгое время приходилось гадать, но недавно та же «Медиазона» попыталась оценить, сколько таких по всей стране. Каждый год в российские суды поступают иски о признании исчезнувшего человека безвестно отсутствующим или погибшим. Так было и в мирное время. К сожалению, люди иногда пропадают без следа. Когда близкие пропавшего решают, что поиски себя исчерпали, они могут обратиться в суд, чтобы зафиксировать факт безвестного отсутствия или даже смерти. Причем пойти в судебные органы они могут и спустя десятилетия после потери родственника. Поэтому в суды попадают даже те обращения, которые касаются людей, исчезнувших еще при Сталине. Однако за последнее время количество исков о признании человека пропавшим или погибшим просто взлетело. Лишь за первые 6 месяцев 2025 года журналисты «Медиазоны» выявили более 26 тысяч исков в российские суды.
За первую половину нынешнего года их выявлено больше, чем за весь прошлый год. За тот период медиазона зафиксировала 22 584 иска. Ключевое слово «выявлено». Как и в случае с подсчетом погибших по некрологам и фотографиям захоронений, оперировать приходится неполными данными. Насколько неполными – вопрос дискуссионный. Да, в предвоенные годы в России также иногда пропадали люди, но теперь число исков в суды возросло, и огромная доля обращений исходит или непосредственно от самих военных, от военных частей, от командиров, или содержат упоминания военнослужащих. Во многих судебных документах информация скрыта. В общей же сложности, по оценке медиазоны, под 40 тысяч российских военных стали фигурантами таких судебных дел. Как если бы в России исчезли без следа все трудоспособные мужчины среднего по величине города. При этом армейские командиры не всегда подают документы в суды. По ситуации им может быть выгодно как исключить пропавших из списков части через суд, так и наоборот, искусственно завысить число активных штыков, скрыть потери, продолжать держать пропавших без вести в списке личного состава. Тем более не всегда в суд идут родственники погибших. Ведь, чтобы обратиться в судебные инстанции, родным сначала нужно смириться, что член семьи исчез навсегда. В соцсетях, в специализированных поисковых группах мы в 2025 году по-прежнему встречаем публикации тех, кто ищет мужа, сына, отца или брата с 23-го или даже с 22-го года. Они в суды не идут, продолжают искать и надеяться на чудо. Именно к таким родственникам был недавно обращен пост провоенной телеведущей Анастасии Кашеваровой. Она часто вытаскивает на свет много такого, о чем не знают и не пишут даже антивоенные авторы. Итак, публикация. Тела нет, значит, он в плену. Это самый распространенный обман родственников для успокоения себя. Если нет тела, если уже несколько месяцев БП не выходил на связь, в 99% случаев погибший. Просто тело не эвакуировано, тело захоронено своими или противником, тело находится в серой зоне. Либо тело никогда не найдут, так как война настолько страшная, что иной раз ни одного фрагмента не найдешь. Я не пугаю родных, я хочу, чтобы вы знали правду, так как после последнего обмена пришли сотни писем, что их бойца не обменяли. БП – это сокращение от «без вести пропал». Но в данном случае это скорее не официальное признание, а фактическое положение дел. Про человека пишут БП, когда с ним обрывается связь. Далее Кашеварова описывает ситуацию, когда погибшего и с вероятностью в 99% погибшего бойца заносят в списки попавших в украинский плен. Это может происходить в том числе и под нажимом родственников, которые очень хотят верить, что их близкий жив, здоров и сидит в плену. И именно поэтому добиваются его зачисления в список военнопленных. Хотя мне не кажется, что это сильно распространенная практика. Но в конце Кашеварова делает заключение, которое мне хотелось бы тут процитировать. В очередной раз Z-автор сам не до конца понимает, насколько антивоенные вещи пишет. Когда будут возвращены все наши ребята, многие семьи столкнутся с трагедией осознания, что их бойца и не было в плену. Многие уйдут в отрицание, будут верить в байки про рабство в Польше, про амнезию, про тайные лагеря. Некоторые из-за веры в это ДНК отказываются сдавать. Да и отсутствие совпадений по ДНК не говорит о том, что человек в плену. Это война, современная, страшная, с мощным вооружением. Бывает, что от человека может остаться фрагмент 100-граммовый, и никогда его не найдут. Последние фразы – это одно из самых сильных и вообще важных высказываний о войне. И совершенно не важно, кто автор. Был живой человек. А остается 100-граммовый фрагмент, который никто и никогда не найдет. И эта история повторяется десятки тысяч раз. И с условными добровольцами, которых соблазнили многомиллионными выплатами, и с российскими мобилизованными, которых сейчас, спустя 1000 дней после путинского указа о мобилизации, вообще приказано забыть. И с мобилизованными из ЛДНР, которых с первого дня войны убивали бесчетно. И со срочниками, которых теперь так часто насилием и обманом принуждают к контрактам, что мы уже в нашей редакции лично знаем семью, где подобное случилось. Согласно наиболее конвенциональной оценке, за 10 лет войны в Афганистане Советский Союз, и не Россия, а Союз целиком, потерял убитыми 15 тысяч человек.
Сотни пропали без вести, и часть из них потом вернулись живыми из плена. Почти 11 тысяч военнослужащих советской армии получили инвалидность. По ощущениям людей, живших в 80-е годы, советские потери были огромны. Гробы с убитыми прибывали почти в каждый город, уж точно в каждый район. С войны возвращались инвалиды. Депрессивные ощущения тех лет идеально передает раннеперестроечный фильм «Курьер». Главный герой смотрит на обожженное лицо молодого ветерана-афганца и как будто видит собственное будущее. К чему этот исторический экскурс? В ходе нынешней войны есть такие дни, когда за сутки гибнут, пропадают и получают увечья больше наших сограждан, чем в Афганистане за целый год. Недавно издание «Верстка» опубликовало статью про 15-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду, которая уже трижды обновила свой личный состав. К весне 25 года там погибли и пропали без вести суммарно 12 689 человек. Одна из десятков российских бригад по потерям почти повторила целый Афганистан для всего Союза. А может быть, уже смогла повторить. Ведь данные в статье даны на весну, а сейчас лето. Мы посвятили пару выпусков конкретным бригадам российской армии. Как печально известным, вроде 132-й и 7-й Чистяковской, так и не особо знаменитым, вроде 30-й из Самарской области. Каждый раз нас ужасал кровавый шлейф, тянущийся за любым из этих соединений. Каждая бригада и полк, словно какая-то фабрика смерти, производит некрологи. И в еще больших количествах генерируют посты о пропавших без вести в поисковых сообществах. Особенно в ВК. Там такие группы даже прошли регистрацию в Роскомнадзоре. Скольких же людей каждая воинская часть возвращает семьям без рук и ног, мы вообще не знаем. Эти люди совершенно незаметны. Максим Бахарев, о котором мы рассказали в начале, это редчайшее исключение. Я не предполагаю, я точно знаю, что под сегодняшним видео будут комментарии с претензией от тех моих российских зрителей, кто в антивоенной позиции, которую я тут каждый день транслирую, не убежден. Такие люди наверняка напишут, почему, мол, вы говорите про российские потери, а не говорите про украинские, дескать, российский солдат забирает несколько врагов с собой в могилу. Мол, почему бы не поговорить о том, как война сказалась на демографии Украины и на здоровье ее граждан. Такие комментарии далеко не всегда пишут какие-то нанятые люди с фабрик троллей или ботов. Живые люди, вдохновленные государственными СМИ, воспринимают войну как боксерский поединок или хоккейный матч. Прям-таки требуют присудить России победу по очкам. Якобы российские солдаты убили больше украинских, нежели вторые первых. Ну, во-первых, это в принципе ложное утверждение. У штурмующих потери всегда выше. Само слово «штурм» стало в российской армии синонимом фразы «путевка в один конец». Отправкой в штурм угрожают неугодным солдатам и офицерам. Штурмом, как суррогатом смертной казни, наказывают за провинность. Однако сам спор, чьи потери выше, у ВСРФ или у ВСУ, это навязанная дискуссия. Для нас нет никакого значения, у кого больше. Есть изолированный факт. Массово гибнут, пропадают, получают увечья россияне. Такой массовости не было за все время, за все вместе взятые конфликты с участием СССР и России после 1945 года. Контрактники, мобилизованные, обманутые срочники – все гибнут одинаково. Результат для всех одинаков – увечья, смерть, безвестная пропажа. Российские правоохранители преследуют как преступников тех, кто призывает прекратить убийства не только украинских граждан, а в первую очередь самих же россиян. Желание сохранить нацию приравнивается к преступлению. В то время как настоящее преступление – это словом и делом потворствовать уничтожению соотечественников. Провоенная риторика априори не может быть риторикой пророссийской. Россия, находящаяся в заложниках у путинской движухи, идет путем саморазрушения и самоубийства. Особая подлость ситуации в том, что остановиться можно буквально в любой день. Никто в мире, даже сама Украина, даже не требует сейчас отдать захваченное. Просто остановиться. Но Путин готов ради городов, где нога российского солдата никогда не ступала, где даже референдумов этих фейковых никаких не было, ради них готов положить хоть десятки, хоть сотни тысяч людей. Он же типа Запорожье вписал в Конституцию. Так что ж теперь? Будто России сама Россия меньше нужна, чем этот и другие украинские города. Конечно же, это не так. Родине пора вернуться домой. До завтра.